Каждая пистолетка, каждый раунд, каждый стрейф, все очень важно. Стикеры выбрали уже. Когда тушишь молотов, он не всегда тушится. Есть ли шанс, что ВП когда-нибудь нюк заиграет? Давайте победим эту волну ненависти и черных комментаторов. Вперед, добро! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Закрыгидуменко, и у нас сегодня особенный выпуск. Дело в том, что у нас в гостях участники первого мейджора по CS2. Это Джейм и Норберт. Парни, давайте начнем с самого начала. Вот РМРы, вот 3.0. На взгляд зрителя это выглядело максимально просто, максимально легко. Как это было на самом деле? Если рассмотреть с моей стороны, все было нормально, все прошло без проблем, без нервов и так далее. Все четко. Все оказалось проще, к чему я готовился ментально. То есть 3.0. Первый раз такое, без каких-то супер фейлов критических, как на прошлом РМРе. Вы показали очень действительно хорошую игру. Казалось, что было минимально ошибок. Повлияло ли то, что это именно РМР? Из-за того, что это все-таки квал на мажор, я думаю, желание X10 было больше, чем на любом другом турнире. Поэтому, я думаю, повлияло, что РМР нет права на ошибку, грубо говоря. Best of 1, каждая пистолетка, каждый раунд, каждый стрейф, все очень важно. Это не бывает легко. То есть нет команд, которые могут 3.0 стабильно пройти там и вообще каждая Б1 выигрывать. Стикеры выбрали уже? Заранее ты отправляешь. Уже отправили? Как все на РМР едут, они все отправляют. А как вы думаете, вот эта вот штучка, что сейчас можно клеить в любое место, продажи повысят? Там такие идеи придумывают бешеные. Даже сайт сделали, чтобы ведь ты вводишь слово, и он тебе подбирает наклейки, из каких наклеек можно сделать это слово. Вы действительно выиграли Нави. Впервые за 4 года команда Virtus.pro обыгрывает команду Нави. И насколько это принципиальным матч был для вас? Готовились ли как-то по-особенному? Может быть, ментально как-то по-другому. Каждый готовился к соу, либо там к фейс. Наверное, к те же топ-5 ты сильнее готовишься. Но именно то, что Нави там, наверное, по-особенному, но оценить тяжело. Больше, меньше. Моральная какая-то у каждого, наверное, по-разному. Мне хотелось, выиграть за прошлое, потому что обидно отдали. На второй уже последней катке с Нави все ждут оверпас, появляется Ancient. Это какая-то наработочка, заготовочка? Когда ты играешь против одного и того же соперника, надо его чем-то удивлять. Плюс мы своему пулу стараемся расширять. И чтобы соревноваться с лучшими командами, надо иметь много карт, которые ты можешь пикать и быть уверенным. Как у вас сейчас по мапулу, насколько вы его полностью охватываете? И будете ли конкретно дорабатывать какие-то карты уже перед Копенгагеном? Мы будем работать над всеми картами. Не хотелось бы отдавать, если будет Best of 3, какую-то карту, которую мы не готовы играть, типа Миража либо Вертига, потому что мы давно их не играли. По-любому там пропало какое-то чувство, именно официалок. Слава богу, у нас есть Close Qual. Даже хорошо, что не прямой инвайт, где мы можем вспомнить какие-то карты, как раз что-то проверить. Относительно других команд, наверное, у нас лучше, то есть по разборам, глубине, но все равно это даже не CSGO. То есть надо все переносить и быть уверенным. То есть в многих картах нет сейчас истины, и надо самому найти. Особенно в нашей команде мы по-другому играем, и надо какие-то вещи переносить с одной карты на другую. Есть ли шанс, что ВП когда-нибудь нюк заиграет? ВП 100% заиграет. Но именно этот состав маловероятно. Давид, как готовились? Расскажи. Примерный ваш распорядок дня, недели после готовиться. Приблизительно 6 или 5 дней у нас было с одним выходным. И просто мы распределили так, чтобы могли чуть-чуть отдохнуть после бласта и готовиться. И с таким уже настроем поехали на РМР. Слушай, а расскажи, насколько часто вы устаете друг от друга? Это часто бывает на турнирах, когда ты на каждый турнир летаешь друг друга вместе. Постоянно это бытовуха. У тебя могут быть личные проблемы, но из-за того, что ты постоянно с командой, ты можешь на них срываться. Можешь просто быть в плохом настроении, либо тебя не устраивает результаты команды, то, как вы относитесь и так далее. Если мы берем
матч ваш с командой Fnatic, то Фейм отыграл 2.61 КД. И в целом вся команда подошла в очень классной индивидуальной форме. Получится ли сохранить эту форму, не растерять до Копенгагена? Мы приложим все усилия для того, чтобы не то что сохранить, а улучшить ее. Как такое командное взаимодействие не на всех картах, но на большинстве карт у нас есть, и за счет которых можно больше времени уделять индивидуальной форме, чего нельзя было сделать там до этого, либо в первой половине CS2. Что сейчас вообще важнее в CS2, вот по вашему мнению, индивидуалка или все-таки макро? Понимание игры, хорошая коммуникация с командой? Или берешь на плюс В и голову всем побежал ставить? И то важно. Но, как показали Team Spirit, бывают моменты, когда бежишь, стреляешь, это лучше, чем какое-то взаимодействие. В целом, я думаю, макро, наверное. Если ты прочитал соперника и убил его в ухо, грубо говоря, там не важно, какая у тебя индивидуалка. В CSGO скилл гэп между игроками был меньше, за счет этого макро очень сильно влияло. Сейчас за то, что новые механики, большой скилл гэп между лучшим игроком, который нажимает на кнопки, и худшим. И за счет этого где-то просто механически ты можешь вывозить жестче. Но в целом одно без другого не может существовать. За счет индивидуалки ты можешь выиграть макро, потому что ты там уверен в своей стрельбе и можешь где-то позволить взять дуэль, за счет которой ты прочитаешь макро, если ты понимаешь. А без понимания макро ты будешь брать неправильные дуэли, и тебя индивидуалка даже не спасет. Вот у вас очень плотный график. У команды Virtus.pro турниры расписаны уже чуть ли не на весь 24-й год. Что-то пытаетесь найти новенькое, не знаю, или у вас кто-то конкретно есть, какой-то человек, который за это отвечает? Стараемся, наверное, сами как-то что-то искать. Либо кто-то в предложку, группа может что-то скинуть, какие-то гранаты. В рамках CS2, если что, то каждый ган ты по-новому должен смотреть. Угу. И те ганы, которые были в CSGO, типа фармганы сейчас хуже, пистолеты сейчас лучше. И ты должен заново все проанализировать. А если мы смотрим все-таки по картам, у вас есть отдельные дни, может быть, для этого выделяются, что там пытаемся? Сразу все с детектим. И за то, что ты знаешь карту хорошо, ты сразу видишь какие-то важные элементы, которые на ней изменились. Но, конечно, надо заново изучать карты, все тени на Ancient, и механику постоянно перерабатывают, и тебе приходится заново адаптироваться. То есть кажется, будто бы там уменьшили разгон, но на деле ту продуманную микру, которую ты у себя в голове выстроил, тебе надо заново перерабатывать, потому что моделька двигается по-другому, тебе надо по-другому ставить прицелы, разгоняться заново, то есть давать себе больше отступ. Плюс там еще какие-то есть баги, которые должен учитывать по типу топота. Где-то ты это сделать не можешь, где-то должен взять флешку. Очень много таких микровещей. Что бы вы хотели сейчас критически переработать в CS2, что вам категорически не нравится? Первые две вещи — это типа буст. Опять все равно багается, у меня забагалось на официалке. И топот. Топот 100% надо фиксить. Это когда ты широкий стрейф делаешь, у себя в экране ты не топнул, а тиммейты, которые за тобой смотрят или идут сзади, они слышат твой топ. Угу. Это первый баг. Второй баг с бустом на голове, когда не можешь подсадиться. И третий, наверное, пару команд консольных, типа КЛ Боба, чтобы руки не двигались. И, наверное, баг, когда тушишь молотов, он не всегда тушится, и ты даже находясь в смоку, получаешь дамаг от молотова. Вообще в целом CS2 лучше, чем CSGO? Интереснее? Интереснее, да. Эта игра перспективнее выглядит. То есть сейчас лучше в 2 раза, чем когда мы начали играть. Mm-hmm. То есть когда мы начали, это был просто ужас, невозможно было играть, это просто тильт. То есть заставлять проигроков особенно играть в рамках того рандома, который был. То есть я сейчас около 5 фиксов АВП сейчас скажу, которые были. И тебе надо играть чемпионаты. То есть это было сложно. Нигде так не меняют правила, кроме как Counter-Strike переходит с одной версии на другую. И то есть ты 10 лет играешь по одной версии, тебе надо заново уделять время другой. И никто тебя не научит в этом прикол. То есть первое время рандом, даже сейчас есть рандом, которому ты подвержен, а твоя ментальная составляющая уже не готова к этому рандому. То есть ты настроен, и то, что если ты работаешь только-то, ты получишь примерно такой результат. Сейчас не важно, сколько ты сработаешь, то есть нет истины. Всегда ли нужно больше тренироваться? Или все-таки иногда полезнее
знаешь, выделить какой-то конкретный график, и мы все люди, мы все устаем. Возможно, есть логика чуть больше там времени отдыхать и тренироваться определенное количество времени. Ну, если с позиции «все мы люди», то все люди индивидуальности и индивидуальные, и у каждого свой подход, каждый может выйти на пиковую форму так, как он считает нужным, и там условно тренировка всей команды менее эффективная будет, если человек просто съездит в казино в Лас-Вегасе и потом придет в Солоте и закроет. Да, такие взгляды есть. А есть математические взгляды, то, что большинство людей не понимает себя, не знает, как это подходить, и что дисциплина, она лучше сопутствует результату какому-то. И ты должен где-то балансировать на этом. Ну, то есть две крайности есть, и надо балансировать, но из-за того, что профессиональная команда и так далее, и очень много примеров, как люди становятся великими во всех видах спорта, это не люди, которые больше отдыхают, чем работают. Это люди, которые очень много работают и как раз-таки не отдыхают. Таких людей больше, которые становятся великими. А без труда, то есть нужен и талант, и труд. Парни, мейджор совсем скоро. Какие у вас планы за этот промежуток времени до мейджора? Что будете делать? Тренироваться, продолжать дальше набирать, улучшать форму, как индивидуально, так и командную. Других планов нет. Всем спасибо, что смотрите, болеете, пишите положительные комментарии, пишите больше их, потому что пока что негативных в целом в киберспорте в соцсетях больше. Давайте победим эту волну ненависти и черных комментаторов. Вперед, добро! Это был Джейм и Норберт, друзья. Парни, спасибо большое, что пришли. Удачи вам, хорошего турнира, хорошего мажора.